Иногда ДНК ошибается, и в этих ошибках скрывается нечто удивительное. В этой главе мы погружаемся в случаи, когда генетический сбой превращается в феномен, при котором человек приобретает способности, которые мы раньше считали фантастическими. Один из реальных примеров – врожденная нечувствительность к боли. Некоторые люди не ощущают боль, даже при серьезных травмах. Это не супергеройская фантазия, это редкая мутация в гене SCN9A, отвечающем за работающие сенсорные каналы в нервных окончаниях. Когда канал не работает, человек просто не чувствует боль. Стоит представить укус змеи, ожог, а тело не реагирует на этот сигнал. Другой пример – поразительная регенерация у некоторых лиц. Ученые описывали случаи, когда поврежденные ткани восстанавливались быстрее обычного, почти без рубцов. Это может быть связано с мутациями в сигнальных путях роста и деления клеток, но механизм пока до конца не ясен. Бывают мутации, которые улучшают зрение, плотность костей, гибкость суставов. Все это обнаружено у очень малого числа людей. Некоторые из таких мутаций вовсе не вредят организму, но дают побочный бонус. Ученые называют такие случаи генетическими аутсайдерами. Но важно помнить, такие сверхспособности всегда сопровождаются рисками. Нарушение функций иммунной системы, повышенная нагрузка на органы, даже склонность к опухолям. Природа часто не дает дар без цены. И все-таки именно через такие мутации мы получаем окно в то, как гибко и подвижна наша ДНК. В этой главе мы узнаем о людях, которые по сути не поддаются вирусам, да, их иммунитет стоит на генетической защите, и это реально задокументированные случаи. Самый известный пример-то от мутация CCR5D32. Этот вариант гена делает один из белков рецептора CCR5 неработоспособным. Многие версии вируса иммунодефицита, HIV, используют именно этот рецептор, чтобы проникнуть в иммунные клетки. Если рецептор сломан, вирус попросту не может войти. Люди, унаследовавшие две копии этой мутации, гомозиготы, оказываются сильно устойчивыми к инфекции. Известен случай Стивена Крона, человека, которого назвали тем, кого вирус не брало. Несмотря на контакты с инфицированными партнерами, он не заразился. У него была именно эта мутация. Кроме того, были случаи трансплантации костного мозга. Донор имел две копии CCR5D32, и после пересадки реципиент стал практически невосприимчив к ХИВ. Это редкий путь к ремиссии инфекции. Интересно, что исследователи проследили происхождение этой мутации в древности. Ее следы встречаются у людей, живших тысячи лет назад. Это привело к гипотезам, что она подвергалась отбору из-за эпидемии Средневековья. Но генетический иммунитет не универсальный щит. Некоторые штаммы вируса обходят CCR5, действуют через другие рецепторы, и мутация может иметь побочные эффекты, например, ослаблять защиту от других вирусов. Так что этот иммунитет не абсолютная гарантия. Шагая дальше, мы сталкиваемся с парадоксом. Та же мутация, которая дает преимущество в одних условиях, становится роковой в других. Это и есть проклятие ДНК. Возьмем ту же CCR5D32. Хотя она помогает сопротивляться ХИВ, она может ослаблять защиту от других вирусов, например, от вирусов западного Нила или энцефалитов. В некоторых исследованиях носители мутации демонстрировали повышенный риск осложнений после заражения вирусами, идущими по другим путям. Еще один пример – ген Sickle Cell, серповидноклеточная аномалия крови. Люди, унаследовавшие одну копию мутации, устойчивы к малярии, это огромный плюс в районах, где болезнь распространена. Но при двух копиях возникает тяжелое заболевание крови, серповидноклеточная анемия с болезненными кризами и риском для жизни. Такая двойственная природа называется антипропорциональным эффектом. Полезно в одном контексте, вредно в другом. Поэтому проклятие ДНК – это не вымысел, а реальность. Ген, который мы могли бы назвать другом, при смене условий превращается во врага. Это объясняет, почему природа не допускает, чтобы все обладали сверхгенами. Цена слишком велика. В этой главе мы исследуем, как ученые нашли следы ДНК неизвестных предков, которых никто не окаменел, но они живы внутри нас. Когда исследователи секвенировали ДНК человекообразных видов, они обнаружили фрагменты, не совпадающие ни с Homo sapiens, ни с неандертальцами или денисовцами. Это указывает на существование других древних людей, которых мы пока не нашли. Например, в генетике некоторых папуасских народов и жителей Азии оказались фрагменты, которые не связаны с известными ветвями. Ученые называют это темной ДНК. Гены, света которого мы не видим.
Эти наставления ДНК указывают на то, что предков могло быть больше, чем нам известно. Некоторые виды могли исчезнуть, не оставляя ископаемых свидетельств, но сохранив свой след внутри наших хромосом. Иногда определено время разделения. Миллионы лет назад линии расходились, мутации накопились. Эти хромосомные следы влияют на нас. Иммунитет, рост, даже склонность к болезням могут быть отголоском древних союзов нашими генами. Таким образом, тень неизвестного предка — это не мистика, а силуэт, проявляющийся в коде каждого из нас. Мы не знаем, как выглядели те люди, но они живы через наши клетки. В этой главе речь о том, как древние виды, казалось бы, исчезнувшие, все еще живут внутри нас. Через генетические смешения. Когда Homo sapiens вышел из Африки, он столкнулся с другими гомининами, неандертальцами и денисовцами. Но вместо полного конфликта произошли браки. Частицы ДНК неандертальцев и денисовцев проникли в геном современных людей. Так, у некоторых европейцев до 2-3% неандертальской ДНК, у жителей Океании значительная доля денисовской. Эти фрагменты влияют на иммунитет, рост кожи, даже адаптацию к высокогорью. Во множестве исследований обнаружили, что участки неандертальской ДНК связаны с функциями иммунной системы, антителами, воспалительными реакциями. Часто это дает дополнительную защиту от патогенов, адаптацию к среде. Но такие чужие гены не всегда безопасны. Они связаны с повышенным риском аллергий, аутоиммунных заболеваний, склонностью к депрессии. Иногда происходит конфликт между древней частью и современной. Эти древние смешения не миф, это доказанная реальность, подтвержденная анализом сотен тысяч геномов. Мы — гибриды, носители генетического наследия множества ветвей. В эволюции мы многое потеряли, и некоторые из этих потерь скрыты внутри нашей ДНК. В этой главе речь о генах, которые были у предков, но исчезли у современных людей, словно вырезанные из кодовой истории. Ученые, сравнивая геномы человека и его родственников, животных и древних гомининов, нашли случаи участков ДНК, существующих у обезьян или неандертальцев, но отсутствующих в Homo sapiens. Это исчезнувшие гены. Почему они исчезли? По гипотезе. Из-за отбора, мутаций, вредных эффектов. Например, ген MIH16, участник мышечной функции челюстей, у обезьян активно работает, а у человека он уже не функционален. Считают, что исчезновение этого гена могло привести к уменьшению жевательных мышц и расширению черепной коробки. Другой случай — гены восприятия запахов. У наших предков было больше обонятельных рецепторов, чем у нас сейчас. Многие из них мутировали и перестали работать, возможно, из-за уменьшения зависимости от запахов в изменившейся среде. Забавно, эти исчезнувшие участки не обязательно лучше, исчезновение могло быть выгодным адаптационным шагом. Иногда утрата гена удаляет и нежелательные побочные эффекты. Так мы видим, что эволюция не только добавление нового, но и жесткое удаление старого. Утрата гена — тоже механизм. Эта глава рассказывает, как ДНК разрушает идею чистой расы и показывает реальные переселения наших предков. Анализ геномов древних останков и современных популяций выявил бесчисленные слои миграций. Люди не сидели на месте. Они пересекали континенты, смешивались, исчезали и рождали новые культуры. Например, ДНК европейцев содержит компоненты охотников-собирателей, земледельцев из Ближнего Востока и кочевников из степей Евразии. Все эти волны миграции смешались в нас. В Африке одна из самых сложных генетических карт, потому что именно там человечество зародилось. Многие современные народы — смесь древних линий, переселений, изоляций. Когда говорят о чистой крови, генетика отвечает: такой крови не существует. Даже в изолированных племенах найдутся следы чужого ДНК. Этот раздел помогает зрителю понять: расы не жесткие границы, а текучие волны истории. Среди племен, которые веками жили в изоляции, в джунглях, в горах, на островах, ученые находят удивительные генетические черты, которых нет больше нигде. Например, тибетцы адаптировались к высоте, у них обнаружены гены, которые позволяют легче переносить разреженный воздух. Это не просто заслуга выживания, это изменение на уровне ДНК. Жители Амазонки, живущие вдали от внешнего мира, иногда имеют версии генов, которые помогают бороться с паразитами или адаптироваться к питанию, основанному на местных растениях. В Папуа-Новой Гвинее найдены гены, которые у остального человечества почти отсутствуют. Вариации локального происхождения — результат тысячелетий изоляции. Эти уникальные участки могут рассказать многое. Как условия среды формируют ДНК, как мутации закрепляются в популяции и как утерянные гены когда-то были полезными. Секрет таких народов в том, что их генетика — это живой архив эволюции, непререкаемый, но почти полностью неизученный.
Человек страдает от страшной болезни, но ученые не находят ни одной мутации в кодовой части ДНК, которая могла бы объяснить ее. В таких случаях ДНК молчит. Такие болезни часто называют генетическими, но неясного происхождения. Обычные секвенаторы не видят модификации в экзонах, кодирующих участках. Возможно, проблема кроется в неэкзонных участках, в регуляторных элементах, промоторах, интронах, участках, которые управляют активацией генов. Также влияют эпигенетические метки, метилирование ДНК, модификация гистонов, надстройки над кодом, которые говорят «включи» или «выключи ген». Они не меняют буквы ДНК, но меняют, читается ли она. Наконец, есть сложные случаи с дробными делениями клеток. Мозаицизмом, когда мутация есть не во всех клетках. Если ее мало, стандартный анализ ее не видит. Наука признает, молчание ДНК — это не пустота, это вызов. Задача — заговорить с кодом через тонкие механизмы, найти скрытое. Иногда мутация, когда-то живая и активная, исчезает так, что становится почти мифом. Но ученые ее все еще находят очень редко. Речь о мутациях, которые почти не встречаются в популяции забытых. Может быть, они были уничтожены отбором или просто редки по природе. Иногда они существуют у одной семьи, одного народа. Один пример — редчайшие варианты генов, дающие устойчивость к специфическим ядовитым растениям, которые употреблялись в древности. Сегодня их практически нет, ведь такие растения больше не используются и защита не нужна. Другой случай — это мутации, которые делают организм менее восприимчив к радиации или токсинам. Но они слишком редкие или приносят побочные эффекты и вымерли в средних популяциях. Иногда находят летучие мутации, но они появляются в одном поколении, живут 1-2 поколения и исчезают. Это как искра в космосе. Забытые мутации — свидетельство эволюционной драмы, мелодии, которые игрались и затихли. Когда человек делает генетический тест, он ожидает увидеть подтверждение своей семейной легенды. Но все чаще такие тесты обнажают неожиданные факты: подмены, тайные отцовства, чужие корни. Многие пользователи популярных ДНК-сервисов обнаруживали родственников, о которых никогда не знали. Были случаи, когда тест показывал совпадение с братьями и сестрами, хотя человек считал себя единственным ребенком. Или вдруг выяснялось, что биологический отец вовсе не тот, кто воспитывал. Иногда ДНК-тест открывает этническое происхождение, которое не совпадает с семейными историями. Человек считал себя, например, чисто британского происхождения, а оказывается, предки пришли с Кавказа или Северной Африки. В ряде случаев вскрывались серьезные ошибки в медицинских учреждениях, подмены младенцев в роддоме. Или случаи искусственного оплодотворения, когда донором становился вовсе не выбранный кандидат, а врач. Эти открытия могут разрушить идентичность, но и открыть глаза на подлинную историю. Генетическая карта честная, она не учитывает чувства. В 21 веке ученые получили в руки инструмент редактирования ДНК. CRISPR-Cas9. Он позволяет вырезать, вставлять, менять участки генома. И уже были реальные попытки применить это к человеку. Самый известный случай — китайский ученый, заявивший, что изменил ген CCR5 у эмбрионов, чтобы сделать их устойчивыми к ВИЧ. Дети родились. Скандал был огромным, ученый осужден, но факт остался — это первая попытка изменить ДНК человека на старте. Кроме того, CRISPR применяют для лечения болезней серповидноклеточной анемии, некоторых видов рака, редких генетических синдромов. Уже есть успешные клинические случаи, когда после вмешательства симптомы исчезали. Однако есть риск. Метод может случайно повредить другие участки ДНК, вызвать рак или изменить то, что не планировалось. Пока наука движется осторожно, исследования идут, но массовое применение под контролем. Редактирование ДНК ставит вопрос: где граница между лечением и улучшением? Между наукой и дизайнерскими младенцами? Ответа пока нет. Несмотря на тысячи расшифрованных геномов, супермощные компьютеры и продвинутые технологии, есть одна вещь, которую наука до сих пор не понимает до конца. Это как из набора химических букв рождается сознание, характер, мышление. Наш ДНК-код известен. Мы знаем, где находятся гены роста, пигментации, иммунитета, но как на молекулярном уровне формируется личность? Почему близнецы с одинаковыми генами могут иметь разную судьбу, разное поведение, разную склонность к болезням? Ответ частично лежит в эпигенетике, сложной системе переключения
переключателей, влияющих на активность генов. Но даже это объясняет не все. Уровень взаимодействия генов, среды и случайности настолько высок, что точный прогноз почти невозможен. Ученые называют это темной материей генома. Неизученные участки, сигнальные сети, неизвестные механизмы. Даже в самых простых организмах не всегда понятно, как активируется тот или иной ген. Так возникает главная загадка. ДНК как книга, которую мы прочли, но до конца не поняли. Она говорит: но мы все еще не выучили ее язык.